Приветствую, друзья! Вдогонку к 7 Гц Timeless рассмотрим еще одну новинку из мира планарных внутриканальных наушников TIN HiFi P1+. Драйвер здесь установили 10-мм, а настройка рассчитана на любителей максимально ровная ЧХ. Совсем идеальных значений добиться, конечно же, сложно, но уже где-то около того. В общем, еще одни очень удачные наушники. Рассмотрим, снимем все необходимые измерения и, конечно же, поговорим о звуке. Собственно, поехали! Пришла модель в меру компактной такой квадратной коробки с наименованием модели и логотипом производителя. Внутренняя ее часть открывается на манер эдакой шкатулки и содержит в себе, конечно же, сами наушники, инструкцию по эксплуатации, плотный бокс из кожзаменителя, 2 пары пенок и 2 набора силиконовых амбушюр разного размера. Кабель внешне кажется каким-то слишком уж жестким и неряшливым, однако вопросов к нему особо нет. Он плетеный, с прямым металлическим штекером на 3,5 мм, с заушинами из довольно гибкой термоусадки, соединением на MMCX коннекторах и сопротивлением равным 0,224 Ом, что довольно-таки неплохо. По крайней мере, очевидных предпосылок к замене мне здесь не видно. Хотя пробовал вместо него и КТУ-01 и получил заметно более интересное звучание, но то уже было на балансе, так что лично на ваше усмотрение. По характеристикам наушники имеют импеданс 22 Ом, а чувствительность 108 дБ на милливатт. Коннекторы на этот раз нам поставили приличные, при помощи специального эджектора многократно отсоединял их и подсоединял обратно. Пока экспериментировал с кабелями, все нормально. Сами чашечки полностью выполнены из металла с единственным компенсационным отверстием на внутренней части и довольно-таки длинным звуководом, на который заботливо нам нанесли выступ для удержания амбушюр, а сам канал прикрыли металлической сеточкой. С внешней же стороны имеем тот самый абстрактный рисунок в виде закругленного треугольника. Ценители TIN HiFi должны его хорошо помнить. Посадка лично мне показалась, друзья, очень удобной, хотя сами чашечки под мои уши, наверное, мелковаты, но по амбушюрам мне не подошло, как вы понимаете, ничего. Так что пришлось снова использовать те самые широкие из набора КБР. С ними звукоизоляция стала просто превосходной. Вот так это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более быстрый относительно нормы импульс, легкое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 0,8%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 99 миллисекунд с небольшими возмущениями в области низких частот. Разница между амбушюрами, как видим, почти отсутствует. По АЧХ же мы имеем практически линейный график, только на 7 кГц присутствует такая небольшая компенсационная яма, дабы ослабить всякие свистящие звуки. И после 10 кГц, видимо, продлить линейность было уже не в силах разработчиков. Впрочем, кривая и так почти без потерь доходит до честных 20 кГц. С измерениями с сайта Crinacle мои замеры сходятся довольно-таки точно. В плане подачи P1+ чаще всего просят сравнить с Timeless, что неудивительно, поскольку обе модели базируются на одном планарном излучателе, а TIN HiFi еще и на треть дешевле. Однако здесь нужно принимать во внимание, что Timeless настроены на так называемую хармановскую кривую, то есть с подъемом низких частот и хорошим таким бустом в области разборчивости, а P1+ тюнили до прямой линии. Как следствие, герои обзора просто технически не могут быть эмоциональнее, выразительнее, прозрачнее 7 Гц. Хотя простым и скучным их тоже звук не назовешь. На фоне конкурента он требует чуть больше мощности от источника, да и образы рисуют, хотя и столь же четкими и реалистичными, но более массивными и объемными. Низкие частоты тут за место под солнцем не борются, однако вполне ощутимы и по качеству заметно лучше очерчены, чем это было у Timeless. А серединка кажется хотя и сочнее, но сдержаннее. А следовательно, друзья, это уже совсем другого характера музыкальное полотно. Причем даже несмотря на линейность, звучат герои обзора очень приятно и естественно. А если привыкнуть к P1+ и переключиться на Timeless, то странными становятся уже они. Кажется, что как-то неестественно у 7 Гц выдвинута верхняя середина. То есть на контрасте лидера тут толком нет. Больше зависит от того, как лично вы любите слушать музыку. С TIN HiFi T3+, кстати, результаты сравнений будут примерно
такие же, как и с 7 Гц, поскольку они имеют очень сходную настройку и очень похоже по характеру звучания. У T3 Plus оно, конечно же, попроще, но там и ценник совсем другой. P1 Plus же куда сдержаннее, у них количественно меньше баса, ну и самые верха не так сильно подсвечиваются. Зато у тембров есть тот самый аудиофилский объем, да и пространство сцены хорошо так рисуется в глубину. То есть все узкие места 7 Гц здесь оказываются заметно сильнее. P1 Plus превосходно подойдут для джаза любой сложности, оркестровой, ну или другой академической музыки, хорошо какой-нибудь скомпрессированной электроники и, естественно, скоростного металла. Но разве что баса в последнем хочется выкрутить побольше, да с захватом на нижнюю середину. А так мясо и сока тут, ну, хоть отбавляй. Да и сама серединка тут очень подробная, с отличной резкостью, прорисовкой, даже у всяких мельчайших оттенков звукоизвлечения. Из-за линейности АЧХ это просто не на поверхности, а если вслушаться, все здесь есть и всего вот строго в меру. Из источников к планарам лучше подбирать что-то с увеличенной относительно нормы мощностью. Ну и уровень должен соответствовать, дабы наушники не просто раскачать, но и полностью раскрыть. По насадкам белые с красным сердечником тут выполняют роль вокальных, то есть еще сильнее поджимают бас, позволяя на их фоне лучше раскрыться середине. Серые же – это обычный стандартный набор, в которых выдержан максимально точный баланс частот. Да и на слух они куда приятнее, поскольку создают правильный базис для вокала и других лидирующих инструментов. Высокие тоже достаточно комфортные, теплые, насыщенные и при этом весьма протяженные. Ну а поскольку проблем там нет и их нам особо не подсвечивают, то воспринимаются они как само собой разумеющиеся. Да и вообще прямая АЧХ – это не тот случай, когда наушники должны удивлять, шокировать или доставлять какое-то особое аудиальное удовольствие. Это больше про корректный и точный мониторинг. Если вы, например, балуете звукозаписью или вам требуется отслеживать динамику частот, это вот то, что надо. В этих случаях реально Teen Hi-Fi P1 Plus это просто находка в своем ценовом сегменте. А залипнуть на дискографию или пуститься в пляс это больше про другие наушники. Для подобных целей нам уже сделали, например, 7 Гц Timeless или Bequase Oten. Итогом планарные внутриканальные наушники Teen Hi-Fi P1 Plus это прежде всего выбор меломана, который хочет максимально линейную настройку АЧХ и понимает, чем это обычно сопровождается. Низких частот, хотя они и очень текстурные, но количественно немного, а серединка очень сочная и детальная, но заметно прибранной выразительностью. Высокие же просто отмечаешь, что они есть и вполне достойного качества. Как-то развлечь вас подобный тюнинг даже не пытается, оттого и сравнивать их с любыми V-образными вариантами практически лишено смысла. Если хочется, чтобы было весело, придется использовать эквалайзер, поднять им низа, вытянуть серединку и чуть подсветить верха. Вот тогда модель заиграет совсем иными красками. А в своем базовом состоянии это практически мониторные наушники для тех, кому именно такое и надо. С правильным тембральным объемом и прорисовкой сцены не только в ширину, но и в глубину. На мой же взгляд, это выбор скорее профессионала, чем меломана. И смотря под что у вас уши заточены. А у меня на этом все. Это были планарные наушники Teen Hi-Fi P1 Plus. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.